Дорогие друзья, сегодня приготовим самый вкусный тыквенный пирог с орехами, с кремом, с апельсинами, со специями различными. Такого вы еще не пробовали. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать все нюансы приготовления. Сначала натираем тыкву на мелкую терку. Нам понадобится 600 грамм. 130 грамм грецких орехов измельчаем ножом. Можно перебить в блендере либо скалкой. Только не очень мелко, чтобы орехи в пироге ощущались. Измельченные орехи добавляем к тыкве. Также нам понадобится 100 грамм изюма. Сахар 250 грамм. 300 грамм муки просеиваем через сито. Муки может быть понадобится и больше, все зависит от влажности тыквы. Добавляем 80 грамм подсолнечного масла и 120 грамм растопленного сливочного масла. 4 куриных яйца. На этом этапе я понимаю, что погорячилась и взяла маленькую миску для замеса теста. Поэтому решила сразу все перемешать, а потом добавлять остальные ингредиенты. Если у вас посудина более вместительная, можете сразу не перемешивать, добавляйте все ингредиенты и только потом все перемешиваете. Добавляем щепотку соли, разрыхлитель, по пол чайной ложки имбиря и мускатного ореха, столовая ложка корицы. Еще нам понадобится цедра одного апельсина, натираю ее на мелкую терку. И сок половинки апельсина. Вторую половинку апельсина не торопитесь съедать, она нам пригодится для крема. Теперь все перемешиваем, чтобы ингредиенты объединились между собой. Тесто получается густое и очень ароматное. Теперь подготовим форму для выпекания. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, а бока смазываю сливочным маслом. Перекладываю тесто в подготовленную форму, немного разравниваю и отправляю в разогретую духовку. Ориентировочное время выпекания 1 час при температуре 180 градусов. Готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой либо зубочисткой. Если на зубочистке нет налипшего теста, значит пирог готов. Оставляем пирог до охлаждения. Теперь приготовим крем. Сливочное масло взбиваем миксером до посветления. Добавляем 350 грамм крем-сыра, 150 грамм сахарной пудры, сок со второй половинки апельсина и чайная ложка апельсиновой цедры. Все перемешиваем миксером до однородности. Пока миксер делает свою работу, разрезаем пирог на 2 части. Вы только посмотрите, какой красивый он получается в разрезе. Уже не терпится его попробовать, но это еще не все. Сделаем пирог еще вкуснее. Пирог обильно намазываем кремом. Если вам нравятся разнообразные вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. Верх и бока также обильно смазываем кремом. Напишите в комментариях, нравятся ли вам пироги с кремом или все-таки отдаете предпочтение пирогам без крема. Украшаем пирог орехами. Какой же красивый и ароматный получился тыквенный пирог. Желательно оставить пирог на несколько часов пропитаться, но это совсем не обязательно.
Если очень сильно хочется попробовать, тогда режем на порционные кусочки и подаем к столу. Ой, как же он пахнет, какой же ароматный пирог получился, я не могу вам передать. Пирог получился мягкий, очень нежный вкус, в меру сладкий, совсем не приторный. Вкус тыквы абсолютно не ощущается, а вот орешки приятно хрустят на зубах. Ну, это даже не пирог получился, а настоящий тыквенный торт. Его смело можно подавать даже на праздничный стол. И поверьте, никто с гостей даже не догадается, с чего он приготовлен. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!